Итак, всем привет! Это новая рубрика «Какую плитку выбрать?». У нас новый экземпляр появился. Это частник Промгражданстрой. Организация называется, она находится в Заславле. Я этой плиткой уже в этом году заказывал у них, ну, не знаю, раз 5, наверное. Брал в основном кирпичик, но несколько раз брал новый город еще. Особенности этой плитки. Ну, и учитывая то, что я ее часто брал, то, естественно, она мне так более-менее нравится. Из частников, по крайней мере. Что мне нравится, так это геометрия. Она у них ровная, типа нигде ничего не выпирает. Если ее класть, то линии делаются ровные. Это очень сильно подкупает, потому что чаще всего, когда берешь, что где-то что-то выпирает, ну, то есть лекала какие-то некачественные, и все. А так она очень-очень такая квадратненькая, прям такая вот кубики-кубики. Красиво. Я иногда издалека могу даже с мини-железобетоном попутать. То есть в этом плане вот геометрия, четкие линии, все мне нравится. То, что вот она прям красивая. Работать с ней приятно. В принципе, если бы там несколько таких моментов, то я бы вообще 10 баллов не поставил бы как минимум за бетону. Но есть нюансы, конечно же. Например, вот даже тут бумажка. Так вот, Промгражданстрой. Ладно. Короче, вот тут ОДО. И размеры плитки типа 20-10 на 6. То есть 20 на 10 на 6. Но тут у нас они что-то уже начинают обдуривать, естественно. Потому что я вот несколько раз, я всегда, когда плитку покупаю, в основном участников на метровую дорожку надо еще сантиметра 2 запаса давать. Здесь я что-то так не померил, дал запаса 2 сантиметра на метровую дорожку, и у меня осталось 2,5 сантиметра зазор еще. То есть она меньше. Типа обычно шире почему-то из-за того, что там эти лекала расплюснутые, а это вот наоборот, она меньше идет. Даже у них еще большие ушки, тоже мне не нравится этот момент, потому что из этих больших ушек большие швы получаются. Вот. Типа вот такие вот их ушки здоровые, прям перебор. На самом деле обычно у всех поменьше. И такие вот швы здоровые получаются. Это минус. Я так понимаю, они этими ушками компенсируют то, что размер не совпадает. Потому что, ну вот, если взять без ушек, то она у нас 9,6. Если с ушами вместе, то в принципе где-то на десятку дотягивает, но так, не это, не полностью. Ну, а типа, если их две взять, ну, чуть-чуть меньше 20. А вот если вот 5 штук вместе взять, сдвинуть, вот так без зазоров, втягиваем. Вот должен быть метр, а у нас получается вот 99,5. Эти большие ушки, они делают как будто бы, ну, компенсируя саму плитку, но ее не хватает чуть-то. Она там типа где-то вот одна на одну заходит. То есть если по отдельности брать плитку, то она типа с ушами 20. Но если тут нахлест идет хоп-хоп-хоп, где-то скрадывается, и вот на одном метре уже полсантиметра. Я вот как-то делал 5-метровую дорожку, и там 2,5 сантиметра получилось как раз. Потому что реально кубики слаживаются в очень красивые ровные квадратики. И то, что еще немаловажно, поддон как сложен. Вот, ну, в мини-железобетон я как-то раз взял, и типа там сложены вообще просто одними рядами. Типа просто даже тут вот двумя, а там одним рядом. Я так понимаю, это специально для того, чтобы тележкой можно было красиво подъехать. Ну, специальные тележки есть. Подъезжаешь и целый ряд берешь. Здесь не для тележек, но хотя бы для меня, для человека нормально. Я типа взял вот этот кубик, хоп, полностью и понес.
Это очень удобно, и это хорошо. И это тоже плюс. Потому что встречались мне такие, что переплетами фигачат. Типа этот ряд вот так вот с этим рядом, вот так. И ты уже не возьмешь, надо этот отдельно брать, этот отдельно ряд. И это бесит, конечно. Плюс она еще при транспортировке, если с перехлестом ломается половина. Ну, то есть в этом плане все хорошо. Эта сторона, кстати, тоже гладенькая, потому что многие участники, ну, экономят на фанерке, которую прессуют. И эта сторона у них тыльная всегда такая с фанерой, прям с такими опилками, кривая, что тоже влияет на ровность. Ну, когда укладываешь друг к дружке, получается, а тут такие кривульки, еще и опилки торчат, тоже она так загибается. Здесь это все отлично. Ну, то есть я первый раз, когда увидел, думаю, блин, как мил железобетон, реально. Ну вот, нюансы по швам, получается. Потому что широкие швы и песка кварцевого много уходит. И то, что она меньше на пару миллиметров. То есть такая вот фишка. Но бордюры, кстати, я помню первый раз, когда я клал их не бордюры, они по весу тяжелые. Ну, то есть, типа, сам материал хороший, наверное, да, типа, делают качественно, но геометрия, конечно, плохая. Ну, и, кстати, из плюсов бордюров тоже, что они гладкие со всех сторон. Да, точно. Есть вот, типа, как вот эта сторона бывает, плитка тоже шершавая, и бордюры тоже у участников это и страдают фигней. Так у этих и ровненькая. Да, кстати, я, значит, 6 поставлю. Потому что это тоже, ну, вроде бы не важно, но важно на самом деле. Иногда хочется, типа, из-за этих шершавостей, ну, вот, типа, тут не гладкое, а вот такое шершавое, и по эти сколы бывают прям до верха, и мешает. И эти волосы мешают нитку натянуть ровно, и все. Короче, вот да, 6 баллов точно. Все, 6 ставлю за бордюры. Забыл про то, вот перед глазами нету, и забывается. Так, ну фотки объектов даже потом скину, типа, которые я уже делал с этой плитки. Ну, короче, 8 баллов. После мин железобетона из частников они вот по качеству. Ну, я еще там типа другие делал, но вот именно кирпичик, вот эти вот плитки, они вот хорошо делают. Там мы уже не смотрим всякие color миксы, там они там, в принципе, тоже неплохие. Ну все, вот такой вот обзорчик.